Всем привет-привет! И вы, наверное, уже смотрите на мою голову. Сразу скажу, что на голове у меня намотаны носки мужа. Они чистые. Кожу лица я очистила, протонизировала и наношу сыворотку от Гарньер с кислотами и неоцинамидом. Затем нанесла крем, излишки убрала салфеткой. Дальше наношу тональный флюид от Ланком. Для возрастной кожи идеально, ложится ровно, уплотняет, подстраивается под тон. Дальше я рисую брови там, где они должны у меня быть. Вам не видно, но волосинки у меня есть. Просто свои брови от природы у меня белые. Нарисовала их темно-коричневым карандашом и штрихи растушевала щеточкой. Прорисовываю межресничку мягким черным карандашом и по слизистой прохожусь ватной палочкой, чтобы они не отпечатывались на нижнем веке. Дальше у меня в ход идет контуринг. Я рисую вот такие узоры на своем лице, для того, чтобы нивелировать свои брылечки, чуть-чуть приподнять визуально, естественно, скулы, немного нивелировать высоту лба, ну и дальше я все это дело растушевываю. И вот таким образом на лице у меня образуются едва заметные тени, которые нивелируют эти выпуклости. Под моим предыдущим видео писали комментарии: да куда я накладываю столько грима, это ж вблизи как ужас страшно будет. Друзья, у меня составы достаточно легкие, флюидные, и растушевываю я их хорошо, поэтому вблизи у меня там ничего не видно. Ну, то есть смотрится как обычный макияж. Да, бывает заметно у тех, когда лицо плохо подготовлено, кожа лица сухая, недостаточно увлажненная и напитанная, ну или тогда, когда составы тональных средств плотные и не совпадают с исходным тоном кожи. Нанесла румяна, а дальше, чтобы высветлить свои впадины, я использую вот такой аджастер, белый пигмент. Он у меня такой жирноватенький и достаточно легко распределяется. Скользит по коже хорошо, растушевывается тоже. Ну и чем больше его растушевываешь, тем более тонкий слой получается и практически незаметно. Остается едва заметное высветление, поэтому в реальной жизни, я имею в виду не только на камеру, его также можно использовать. Удобно. Все средства я оставила в описании к видео. Кому интересно, заходите, смотрите. После этого я приступаю к макияжу глаз. У меня палетка от Dior. Я люблю тени этого бренда, потому что у них очень тонкий подмол, ложатся они мягко, без грубого сухого слоя, хорошо растушевываются и дают дорогой, деликатный финиш, то есть без грязи на веке. Еще мне нравится, что у них пигментация чаще умная, если так можно сказать, наращиваемая. То есть цвет можно сделать легким дневным или более насыщенным вечерним. Ну, для кого-то это плюс, для кого-то минус, для меня плюс. И еще один момент. Палетки Dior особенно хороши в нейтральных и сложных оттенках, таких как тауп, мягкий коричневый, розово-дымчатый, бежево-серый. Вот именно там бренд раскрывается лучше всего. А вот очень темные или яркие оттенки иногда уступают профессиональным маркам по глубине цвета, я так считаю. Так, стрелочки я нарисовала самым темным из палетки и тоненькой плоской кисточкой. Стрелочки немного растушевала, чтобы убрать насыщенность, и крашу реснички. Помаду использую нюдовую матовую корейского бренда. Ну и наконец-то дошло дело до волос. Буду снимать носки мужа. Вот такой ужас у меня на первый взгляд получился, но ничего страшного. Главное уметь с этим работать. То есть понимать, что ты хочешь. Я, кажется, уже понимаю. Я хочу упругие завитки, активные, плотные, здоровые, с хорошим цветом. Но для этого мне нужно вычесать и разгладить поверхность волос. Я это делаю вот таким образом с помощью брашинга. Выделяю вертикально пряди и прокручиваю их все в одном направлении. После этого я активно прочесываю всю массу волос пальцами
И получаю уже вот такой более-менее приличный результат. Но теперь мне здесь не хватает объема от корней и не хватает силуэта более вертикального. Поэтому я вручную корректирую силуэт укладки вот таким образом, подтягиваю вверх и вниз завитки. Благодаря активной кудрявой текстуре форма будет держаться, и благодаря еще тому, что я изначально перед тем, как намотать волосы на носки, нанесла на них фиксирующий спрей Осис. То есть сейчас на волосах у меня нет никакой липкости, но на ощупь волосы такие достаточно жесткие, послушные, словно моя мягкая текстура изначально уже была жесткой. Мне это очень нравится. Вот так это смотрится вблизи. Надеюсь, вам понравилось это видео, и буду прощаться с вами, но ненадолго. Подписывайтесь, я выпускаю видео 2 раза в неделю. Пока-пока!